5 картин, которые Третьяков приобрел для своей галереи, несмотря на то, что они ему не понравились. Павел Третьяков иногда покупал картины, которые ему совершенно не нравились, просто потому, что они имели положительное мнение от других художественных критиков и различные награды художественных выставок. Он хоть и замечательно разбирался в искусстве, не случайно его друзья называли «человеком с абсолютным зрением», но иногда все же шел на поводу у общественного мнения в ущерб собственным вкусам. В 1867 году Третьяков купил у начинающего художника Василия Максимова картину «Бабушкины сказки». Незамысловатое жанровое полотно, показывающее, как коротали долгие зимние вечера небогатые крестьяне в деревне. Оно было удостоено премии Общества поощрения художников. Возможно, это и послужило основной причиной его приобретения. Но и надо же помогать начинающим живописцам. А Третьяков это делал не на словах, а на деле. Но настоятельно рекомендовал доработать полотно, исправить левую руку у кормящей младенца крестьянки, поскольку она была неестественно длинная. Но Максимов все пожелания Третьякова проигнорировал, в оправдание приведя какие-то совершенно нелепые доводы. Впрочем, сам Третьяков молодого художника простил и всегда находился с ним в дружеских отношениях. Но даже работы настоящих состоявшихся мастеров иногда не устраивали Третьякова. В 1874 году Илья Репин получил заказ от Третьякова написать портрет Ивана Тургенева. В галерее уже было полотно, которое написал Перов, но Третьякову хотелось больше сходства. Перов же основное внимание обращал на внутренний мир писателя. А тут все сложилось удачно. Репин и Тургенев находились в Париже, и им ничего не стоило договориться о позировании. Работа была закончена, Репин и Тургенев были от нее в восторге. Сходство поразительное, отмечали они. Еще никто не писал Тургенева так похожего на него самого. Есть в картине благородство и простота фигуры. Но самому Третьякову работа не понравилась. Он писал: «Да, действительно, есть что-то львиное в облике Тургенева, но нет того писателя, которого мы все знаем по его повестям и рассказам». Впоследствии Репин согласился с Третьяковым, что портрет вышел неудачным. Так-то художественное чутье знаменитого коллекционера не подвело. В 1875 году Иван Крамской решил написать по заказу Третьякова портрет его жены Веры Третьяковой. Работа над обычным, незамысловатым портретом длилась целый год. Крамской был в постоянных отъездах, многое дописывал уже по памяти и постоянно переделывал различные мелкие аксессуары. Зонтик, шляпку, сумочку. Сложно было и с фоном, он все никак толком не получался у художника. Впоследствии его дорисовывал Иван Шишкин. А еще сама Вера Третьякова придумала изобразить на холсте божью коровку, жучка, бабочку, кузнечика и птичку, которые должны были напоминать и символизировать ее детей. Идея Крамскому очень не понравилась, но с супругой Третьякова он спорить не стал, тем более, что сам Крамской задумал написать картину «Христос в пустыне». И ее покупатель как раз и должен был быть Третьяков. Все мысли художника были заняты этим полотном и планирующим отъездом в Палестину. Ему не было дела до тягомотного и неинтересного портрета. Потому и писал через силу, без желания и стремления сделать как можно лучше. Все это неизбежно сказалось на результате. Кстати, в Палестину Крамской так и не поехал, а устраивавший его пустынный пейзаж написал в Крыму. А иногда Третьяков сразу не покупал и очень хорошие картины, которые писались специально под него, как это было с полотном «Не ждали» кисти Ильи Репина. Действительно, не ждали, что все так получится и картина будет не распроданной после показа на 12-й выставке передвижников. Дочь Третьякова, Александра Боткина, спросила у отца, почему он не купил эту картину. На то Третьяков заявил, что нужно переписать лицо солдата, оно слишком старое и некрасивое, а нужно молодое и симпатичное. Может быть, привлечь для работы в качестве натурщика известного писателя и друга Третьякова Всеволода Горшина, славившегося своей мужской красотой. Однако впоследствии Третьяков все же согласился приобрести картину.
Репин же, почувствовав себя уязвленным, увеличил ее цену. Но Третьяков уже решился. Впрочем, он заставил Репина несколько раз переделывать лицо вернувшегося солдата, и каждый раз результат его не устраивал. По словам Третьякова, выходило только хуже. В 1883 году Репин написал картину «Крестный ход в Тульской губернии», которая вызвала волну недовольства. Не из-за художественных достоинств, с ними-то как раз все было замечательно, а из-за правдивого показа российской действительности. Критики писали, картина Репина есть обличие и очень преувеличенная. Потом за дело взялась цензура. Эта картина была вычеркнута из каталогов, словно бы художник и не писал ее вовсе. Только почему-то поздно спохватились, спустя 10 лет, когда все любители искусства про это полотно уже знали и видели его не раз. Третьяков был отчасти реакционером и приверженцем традиционных ценностей, особенно когда дело касалось религии и семьи. Потому и критиковал эту картину. Почему бы не убрать урядника с плеткой, а вместо бабы в палатке на переднем плане написать красивую, одухотворенную девушку? На то Репин метко спросил, а часто ли в толпе самые красивые и одухотворенные люди выходят на первый план перед вашим взором ради вашего удовольствия? Крыть Третьякову было нечем. Впрочем, отдавая дань художественным достоинствам этой картины, он все равно приобрел ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.